Я один из тех мастеров, кто находит огромное удовольствие в процессе работы над своим собственным миром. География, политика, религия, история, культура, вот это вот все. И одна из вещей, которая заставляет мои глаза загореться, а руки стучать по клавиатуре, это возможность еще развить и проработать свой мир, хотя бы еще немножко. Всем привет, мои дорогие лисята, меня зовут Шуша, я вожу игру около 4 лет и последние 2,5 года делаю это на своем Twitch-канале. И сегодня я решил устроить небольшое путешествие в прошлое, помнить 3 своих сеттинга, в которых я водил свои ДНДшные игры, и поделиться этим с вами. Мир моей первой кампании был наименее продуманным из всех. Если сравнивать процесс строения мира с рисованием, то это был просто скетч. Быстренький, грубый, но это было все, что мне нужно тогда. Следуя найденным в свое время советам, я ограничился созданием городка под названием Моссгейт, куда герои прибыли на корабле. Откуда? Неважно, главное, что они прибыли вместе, в одно и то же место, по одной и той же причине. Моссгейт был примером говорящего имени. Это был город, построенный на руинах старого замка, поросшего мхом, и при этом находился в месте, где река впадает в крупное внутреннее море. Поэтому и Гейт. Но гораздо интереснее были руины неподалеку от города, куда герои направились в первую же партию. Это были руины, буквально свалившиеся с неба, но внутри спал бледный юноша, усыпанный чешуйками. И это подводит нас к сути сеттинга сломанной луны. Луна, была сломана, но давайте начнем сначала. Эти мысли очень быстро начали формироваться у меня в голове спустя буквально первые пару партий кампании. Поскольку это буквально название игры, я не мог обойтись без драконов, поэтому пришло время для небольшой истории. Давным-давно драконы мирно существовали с другими народами, но постепенно те стали узнать о чудодейственных свойствах драконьей чешуи, клыков, рогов и не только. Интерес перешел в охоту, охота перешла в войну, и в результате нее драконы покинули мир, укрывшись, да, вы угадали, на обратной стороне Луны. И вместе с ними отправились те немногие, кто поддерживали драконов, кто считали, что это насилие против них не имеет смысла. Поколение за поколением эти переселенцы изменялись под драконьим влиянием. И 3,5 года назад я описал это как то, что весь лунный народ фактически является чародеями драконьей крови. Но на этом на самом деле веселье не закончилось. Среди лунного народа были те, кто затаил обиду на жителей мира внизу. И однажды они решили отомстить, обрушив на землю огромный камень из недр космоса. Я говорю камень, потому что тогда я еще не успел определить для себя, что это собственно было. Это была своего рода загадка, и я в принципе люблю делать так, что какие-то вещи в моем мире являются загадкой и для меня в том числе. Тогда я назвал это падшей звездой или звездной стрелой. В принципе, поскольку сколько людей, столько имений, то даже внутри сеттинга разные люди могут назвать одно и то же по-разному. Но в целом идея была в том, что она вонзилась в поверхность мира, оставшись в сердце разрушенного королевства. И в теории это было отличное место для какой-нибудь финальной арки кампании. Вы приходите в место, где, собственно, закончился один мир, начался другой. Что может быть лучше? Все очень просто. Ритуал пошел успешно. Лунные архимаги направили оружие возмездия на своих обидчиков, но был нюанс. На пути возмездия оказалась сама Луна. Поэтому от нее остались лишь различные обломки, которые все еще плывут по небу. Мне кажется, это обязанность любого писателя рано или поздно сделать так, чтобы Луна была разрушена. Либо от нее оторвали кусок, либо ее раскололи на части, либо и то, и другое одновременно. Но гораздо интереснее то, что я в свое время, Шуша из 2021 года, учел это в описании сеттинга. Во-первых, в мире наблюдались очень частые частичные затмения, когда какие-то из обломков Луны начинали заслонять Солнце. Во-вторых, поведение рек, морей и других вод было очень хаотичным. Вместо обычных приливов и отливов, уровни воды колебались по законам, которые невозможно определить. В-третьих, концепции месяца больше не было, поскольку, месяца на небе нет. Поэтому календарь был поделен на 4 сегмента по 90 дней, а те в свою очередь делились на декады. И знаете, я читаю свои старые заметки, и, если честно, я очень злюсь на себя, что я не продолжил развивать этот мир, потому что, на мой взгляд, это было чертовски круто. С точки зрения политического устройства мира все было относительно просто. Был традиционный микс королевств различных рас, с доминирующим королевством, принадлежащим эльфам и людям. И те, естественно, имели очень сильные предубеждения против всех остальных. К счастью, небесное тело упало именно на них, поэтому, расизм был побежден. Yippee! Но в результате этой катастрофы основная политическая сила мира исчезла, а все остальные государства были сильно затронуты. В результате этого центральной силой нового мира стало Объединенное Королевство, которое было основано вокруг места, ранее известного как Город Изгоев. Город, куда уходили все притесненные, полукровки, представители редких рас, другие личности, которые не нашли себе места в обществе. И именно из-за удаленности от центра катастрофы жители этого города смогли первыми встать на защиту нового мира. А защищать надо было много от чего, потому что когда случился катаклизм, пострадала не только цивилизация, но и сама природа. Многие животные и чудовища оказались выдворены из своих зон обитания. Экосистема всего фэнтезийного мира была разрушена,
и нужно очень долгое время, чтобы она пришла обратно в равновесие. Слово за слово у меня сложился хрестоматийный пример ДНДшного мира. Дикий, опасный, возведенный на руинах старой цивилизации. Мир неизведанный и опасный, он подобен морю тьмы, в котором есть лишь редкие островки света. К сожалению, как я говорил ранее в другом видео, я оставил этот мир, потому что мне просто не хватало ДМского опыта, чтобы придумать в нем классное приключение. Но сейчас, смотря на написанный мной сценарий, это было бы легче легкого. И все же, давайте узнаем, на что я променял свой первый сеттинг. Давным-давно два драконьих божества схлестнулись в битве, что определило судьбу мира. Бахамут и Тиамат. Война драконьей песни. Да, в свое время я был огромным фанатом 14-й финалки, а что? Впрочем, давайте продолжим. В этой битве оба божества были повержены, а мир, за который они сражались, изуродован. Его центр превращен в огромную выжженную пустыню. Такова была история моего второго сеттинга, который я назвал Королевством Пяти. Вы, возможно, слышали, что писатели, в принципе, любят делить на две группы – садовников и архитекторов. К первым очень любят относить Мартина и его никогда не выходящие книги. Одни выращивают растения и ведут себя в соответствии с тем, как они растут, адаптируются под ситуацию, а другие следуют четко фиксированному плану с самого начала. И в первый раз, в «Сломанной луне», я был садовником. Но теперь, памятуя о том, почему я бросил компанию, я решил посчитать все наперед. Я хотел, чтобы у меня был план. Чтобы мне не нужно было бросать компанию из-за того, что я не могу придумать, что делать дальше. Сделать так, чтобы я не мог вписать себя в угол. Сеттинг был создан сразу с заделом на большую кампанию, в конце которой герои будут сражаться с врожденной Тиамат, но перед этим раскрывать истинную суть этого мира. По-моему, звучит круто. Дело в том, что когда Бахамут и Тиамат сражались, оба были повержены. Но фактически победа была за Тиамат, потому что ее последователи, драконрожденные, подломили под себя разрушенный мир и основали 5 государств, каждый из которых поклонялась одному из хроматических драконов. И как мы знаем, Тиамат имеет головы 5 хроматических драконов. Последователи Тиамат переписали историю. Они создали свою религию и сделали все, чтобы о Бахамуте, его союзниках и старом мире было забыто. А они тем временем будут работать над возвращением своей госпожи в реальный мир. В этом сеттинге у Тиамат был свой демиплан, известный как Золотые Пустоши. Попавшие туда, неважно до или после смерти, трудились до конца своих дней, добывая золото, добывая силу для Тиамат и приближая ее воскрешение. Тогда я прочитал о том, что драконы характеризуются их жадностью, алчностью, и решил раскрутить ее на полную катушку. Что это не просто их черта характера, что это источник их силы, фактически их сущность. Поэтому, кстати, в сеттинге золото было безумной редкостью, а экономика работала от серебра. И что касается экономики и политики, все было на самом деле просто, поскольку я знал, что континент и власть на нем – это часть большого плана Тиамат. Поэтому 5 драконам поклонялись 5 королевств, каждая со своими особенностями. И самое главное, каждая из них сильно полагалась на остальные. Одно королевство кормило весь континент, вторые и третьи двигали технологическую или магическую науку, давали другим инструменты, четвертые служили защитниками и воинами, а пятые поддерживали торговлю и отношения между всеми остальными. У каждого королевства была своя культура, свои сферы деятельности, особенности климата и то, чем они вдохновлялись. Я очень постарался продумать все заранее, хоть и поверхностно, но так, чтобы потом у меня не было никаких затыков. Все это находилось под эгидой религии, обязывающей поклоняться 5 драконам. Это был жестокий, убер-жестокий монотеизм, где старые божества считались дьяволами, тексты о них сжигались, а неугодные загадочно исчезали. Когда я начал вести кампанию в этом мире, герои сопровождали караван, движущийся через пустыню. Мало они знали, в этом караване был спрятан редкий артефакт – платиновый кинжал, являющийся чешуйкой Бахамута. Один из последних кусочков его эссенции в этом мире. И когда на этот караван напали песчаные пираты, группа застряла посреди песков, но рядом с ними оказались ушедшие под землю руины Звездного Шпиля. Эта старая крепость была маяком безопасности в старом мире, и там хранились те секреты, которые старательно пытались уничтожить последователи Тиамат. Это было место, знание в котором могло начать показывать, что мир является не тем, чем он кажется. Моя великая идея была в том, чтобы дать игрокам базу, которую им придется восстанавливать, отвоевывать у местных монстров, а потом использовать для борьбы с сложным порядком. У них были бы телепорты во все регионы мира, возможно, они открывались бы не сразу, а по очереди, но у них был бы всегда дом, куда можно отступить. Единственное, что мне нравилось в той кампании, это то, что она подразумевалась очень модульной. Поскольку есть 5 различных королевств, игроки могли заниматься каждым из них отдельно, в каждом из них был бы свой, так сказать, сабплот, в каждом из них было бы что-то важное для одного из игроков. Это либо их родина, либо родина близкого им человека, либо они как-то еще связаны с тем, что происходит в этом регионе. И игроки могли выбирать, да, пойти сюда или пойти сюда, заняться этим или заняться этим. Возможно, в какой-то момент перед ними был бы выбор,
что вы можете пойти сюда или сюда, но в зависимости от того, куда вы пойдете, другое место бы пострадало. Но это так уже лирика. Я еще немного вдохновлялся К1 из первых Pillars of Eternity, поэтому уходящий вглубь мира шпиль был также огромным данжем, который игроки могли бы исследовать ради секретов, артефактов и прочего. Идея накопания была очень простой, но если бы меня сейчас спросили, хочу ли я вернуться в этот сеттинг, то в отличие от сломанной луны ответ будет отрицательным. Дело в том, что от Королевства 5 я многое понес дальше. Например, все королевство Хагана и идея японских стимпанк-дворфов, ну и часть названий заодно. Имена Юленна или Химмельшит тоже были взяты отсюда. И отсюда уже началась плотная связь Дженаси с культурой маори, которая сейчас продолжается в Айре. Ну и концепция 5 драконов и, наверное, большое значение числа 5 — это то, что тоже перешло из прошлого сеттинга в нынешний. Хотя все эти концепции и все эти 5 драконов очень сильно видоизменились, поэтому мне кажется, самое время отправиться в последний из моих миров. Сеттинг, в котором я веду игры на данный момент, называется Айра. Изначально это был массивный континент, где была дюжина различных регионов, все расы, все сорта фэнтези. Это такое место, где я мог бы вести любые игры, любой жанр, любое настроение, все что угодно. Сейчас же Айра включает в себя две крупные части. Это континент Ризолия, с которого все началось, и архипелаг сломанных копий, где как раз идет моя компания Штиля. Несомненно, там есть и другие места, но я сам пока о них не знаю, потому что, как я и сказал, я люблю оставлять белые пятна, чтобы мне самому было интересно исследовать свой мир. Это тоже часть игры для меня. Но давайте по порядку. Пока что, рассказывая про Айру, я буду иметь в виду только один континент. То, как я создавал этот мир, было целиком и полностью продиктовано его назначением. Открыть список рас, разгруппировать их, раскидать, приперчить клевыми идеями, которые вертятся у меня в голове, и готово. Я действовал примерно по тем же принципам, что и с Королевством 5. Дать культурные особенности, сфера деятельности, провязать определенное вдохновение. Например, одна из частей Айры вдохновлена Хайрулом из Breath of the Wild огромными каменными зверьми. Но если те служили оружием, эти служат домами, местом обитания, городами, ходячими по пескам. На самом деле, когда я начинаю, я прорабатываю эти регионы очень поверхностно. Более глубокая работа начинается тогда, когда в них происходит приключение или когда некоторые из игроков родом оттуда. Потому что таким образом я могу дать игроку вводную, но сам игрок принесет, например, информацию о том, как устроена культура, как устроен политический строй внутри того или иного народа. И я это интегрирую в свой мир, и помимо того, что это плюс для меня, это также позволяет игроку чуть более чувствовать себя погруженным в этот мир, потому что часть этого мира теперь принадлежит им. Что касается драконов, о которых я говорил раньше, здесь они стали настоящими хранителями мира, вместо того, чтобы быть воплощением зла и лжи. 5 самоцветных драконов живут в Айре и оберегают ее. Изгнав оттуда хроматических драконов, они основали 5 гаваней и утвердили самоцветный договор. Гавани были большими торговыми портами, соединяющими различные народы. А договор делал так, что ни один регион не окажется изолированным от других, потому что в гаванях рады представителям отовсюду. Помимо этого, они никогда не встают на чью-то сторону, они поддерживают нейтралитет, и максимум они готовы быть посредниками между конфликтующими сторонами. Но было одно но. Однажды на Айру напало божество извне, некоторая хтоническая космическая сущность не из этого мира. И хотя она была повержена, одна из гаваней Топазная была почесть разрушена, и посреди континента образовался огромный разлом. Разлом, именуемый Шрамом. Вы могли слышать это слово несколько раз, потому что в честь него названа компания, в которой мы играем с Лениш вдвоем, но с точки зрения сеттинга, это такой катализатор дальнейших событий, нарушение установленного порядка, источник для приключений в конце концов. В английском это называется Inciting Incident, и это все новейшая история Айры, но у нее также есть и старая история, тянущаяся от сих и до сотворения мира. И в этот раз у меня тоже все было серьезно. До нынешней цивилизации, до нынешней эпохи существовали еще две. Высокотехнологичная в самом начале, а вслед за ней высокомагическая. Обе они были разрушены некой страшной силой, которая сейчас стремится разрушить мир снова. И именно об этом, кстати, компания Штиля, о том, что нечто, что разрушило последние две цивилизации, вот-вот должно вернуться снова. И было бы хорошо, если бы их кто-то остановил, да? Но следы этих двух цивилизаций и следы их борьбы можно найти в самых отдаленных уголках мира. Одни глубоко под землей, в катакомбах, в подземных комплексах, охраняемыми старыми системами защиты Зендийской империи. Но что касается других, пока что это секрет. Таким образом, история мира поделена на 3 эпохи. После первой эпохи, эпохи людей, в мире появились маги и нечеловеческие расы, а также появились первые божества. Но после второй эпохи всего этого стало больше. Появились другие, более редкие на данный момент расы, появились более мелкие боги, которые отражают не целые концепты, а что-то мелкое, может быть божество отдельного народа или какого-нибудь отдельного явления, такие вещи.
И поскольку летоисчисления каждой эпохи начинают заново выжившие, как только у них получается как-то восстановить основу общества, оно не совсем точное. Поэтому между эпохами есть провалы, так называемые потерянные века. Как я говорил выше, с недавних пор я немного реорганизовал свой сеттинг. Айра стала названием мира, а архипелаг и континент получили свои имена. Помимо этого, спустя 2 года я решил переделать карту Ризолии. У меня были две причины для этого. Во-первых, я понял, что географически некоторые вещи не делают для меня смысл. И я не говорю о вещах типа «реки текут не в ту сторону» или там «тектонические плиты не так работают», а о том, что жаркие регионы станут чередовались с холодными, какие-то вещи мне просто не нравились и так далее. Во-вторых, мне захотелось срезать лишнего. Была пара регионов, которые мне хотелось убрать. В данном случае я убрал 2. Это Озерное Королевство, его я фактически сделал частью Меодаля. Оба эти королевства — это королевства людей, и мне не очень хотелось иметь их рядом. Я понимаю, что теоретически такое может быть возможно, но для моих компаний, для моих историй я не вижу в этом особого смысла. Помимо этого, я убрал Диксибург, королевство, созданное фактически в качестве мема мной и моим комьюнити, и населенное только мелкими расами, то есть гоблины, кобольды, кенку. Я думаю, что он все еще где-то существует, но это один маленький город, затерянный черти где, вместо того, чтобы быть полноценным регионом. В конечном счете получилась новая карта, вы можете видеть ее сейчас где-нибудь тут. Если честно, я бы еще с радостью поговорил об Айре дальше, потому что фактически последние 3 года я живу в ней. Или она живет во мне, я не уверен до конца. Но множество вещей в них остаются белыми пятнами. Пятнами, которые ждут приключенцев и их истории. И вот когда эти истории произойдут, у меня будет о чем еще рассказать. Но пока у меня на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Я желаю вам хороших игр и надеюсь, что мы с вами встретимся в следующем видео. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает мое творчество на Бусти. Эти видео выходят во многом благодаря вашей поддержке. И если у вас есть желание и возможность поддержать меня, то в описании видео вы найдете нужные ссылки. Помимо этого, каждый лайк, комментарий, отправка этого видео другу или подруге очень могут помочь с развитием канала. Всем фыр, всех люблю и до новых встреч!